Добрый день, друзья! Вопрос о моих стеллажах и об освещении на стеллажах всегда очень актуален. Давайте я два слова расскажу про стеллажи, а потом больше уделю внимания освещению. Все стеллажи собраны руками моего мужа. Все стойки, крепления, полки куплены в Леруа. Крепления разные. Сначала был сделан чертеж каждого стеллажа. Он подобрал крепления. Купили, я не знаю, как это называется. Сейчас мне будет муж обязательно помогать и про освещение рассказывать, и про стеллажи. Как это называется? Большой лист. Древесная стружечная плита это называется. Так как был создан чертеж, мы знали, как нам его нужно распилить. Прямо в самом Леруа нам это сделали по нашему чертежу. И потом ему осталось только собрать вот эту всю конструкцию. Нет, нужно было еще наклеить вот эти вот красивые. Ну да, да. Спилы, где было. Да, есть специальная пленка, которая закрывает вот это эти... не пленка, это шпон. Шпон, вот, еще одна подсказка. Есть специальный шпон, которым утюгом нужно приклеить. Все это сделано и собрано. В проектировании этого стеллажа я принимала активное участие, потому что мне нужно было, чтобы вот этот угол правильно встал. А простой стеллаж, ровный, ну что там проектировать? Там нужно просто длину полок и все крепления, которые мы приобретали. Точно так же у нас продаются вот эти трубы. Они разного размера. Вот смотрите, сзади стоит очень длинная труба. Она, по-моему, метр. В любом случае их все приходится резать под необходимую. Да, там не резаная труба, здесь муж сам отрезал эту трубу. Там тоже отрезанная. Ну, может быть, немножко отрезанная все-таки. И вот наверху он очень удобно сделал для крепления лампы. Еще повернул, там тоже есть крепление для поворота этой трубы. Очень это все получилось. Но мне очень нравится, как это все устроено и что из этого получилось. Так что у нас это продается все в магазине строительном, магазин Леруа. Все очень просто. А теперь, какими я пользуюсь лампами? Ну, вы видите, что и на этом стеллаже это самый, я его называю, жаркий стеллаж, потому что это угол комнаты напротив окна, и воздух сюда попадает, по крайней мере, прохладный очень редко. Только летом, когда можно открыть полностью окно, а зимой иногда я включаю вентилятор. Какие же лампы здесь? Здесь самые простые светодиодные лампы. Бытовые. Да. Которые тоже мы покупали в Леруа. Эти лампы 1,40 м. Самые длинные. Самые длинные, которые у нас продаются. Вот здесь у нас еще для съемки висят такие же лампы. И можно характеристики этой лампы. Здесь не видно будет межполовину характеристик. Вот сейчас мы на одной лампе вам покажем все характеристики этой лампы, чтобы вы понимали, какие лампы мы используем. Там есть цветовая температура, это 6500 Кельвин. Мощность, по-моему, это 48, да? 42 ватта или 38 ватт. Есть лампы 42 ватта, есть 36 ватт. Но мы все лампы подбирали по цветовой температуре, они 6500 Кельвин. Во-первых, при съемке важно, чтобы освещение было одинаковое. И позади меня, и освещение непосредственно на меня.
прекрасно растут орхидеи и прекрасно себя чувствуют. И цветут, и растут под этими лампами. Я очень не люблю лампы теплого свечения. Ну, не нравится мне желтый свет. Мне нравится вот голубой холодный свет. Это называется холодный свет. Но орхидеи реагируют на этот цвет прекрасно. Мне не нравятся лампы с розовым и синим освещением. Когда-то я Не с синим, а красным, вишневым, пардон. Нет, там красные и синие светодиоды. Вот, бывает, они продаются на прищепках. Фитолампы профессиональные. Фитолампы, да. Прекрасные фитолампы, которые все рекламируют. Вот у них всегда вот этот ядовитый сине-красный цвет. Но знаете, что это лампы для рассады. И не всегда они нравятся нашим орхидеям. Есть целый плейлист об освещении, и когда-то я приобретала лампы мини-фермер. Я вам сейчас их покажу, они у меня живы-здоровы, они очень эффективные, но одна из ламп была вот такого синего свечения, сине-красного. И в конечном итоге мне не понравилось, как растут под ней орхидеи. Во-первых, нужно было между листьями и лампой делать всего 20 сантиметров расстояния. И, ну, что-то пошло не так. Потом, когда мы разобрались вот с этими, со всеми светодиодами, казалось, что это для рассады и для орхидей мне не понравилось. Вот совсем. Я ее продала. Хорошо растут под обыкновенными светодиодными лампами. Можно показать еще стеллаж, где орхидеи поливают сами насилом. Там, ну, я вам его недавно показывала, давайте не буду вам его сейчас показывать. Вы можете пройти по ссылке в правом верхнем углу экрана и посмотреть, как там цветут орхидеи. Неважно, какой вот здесь защита от светодиодов. Кстати, там всего одна лента светодиодов. Есть матовая, есть более прозрачная. Ну, я выбрала вот это, мне нравится такая лампа. Можно вообще его снять, света будет больше. Да, процентов на 10. Процентов на 10 будет больше. Какое расстояние между полками, это вы можете определить сами. Есть программа LuxMeter. Я о ней тоже рассказывала и не раз. Можете померить освещение листа орхидеи, какой поток света приходит на лист орхидеи. Лучше всего, когда 2500 люкс или более. Ну, 15 это много. 15 тысяч. 15 тысяч это много. Это для цитрусовых хорошо. Да, а для орхидеи достаточно. От 2,5 до 6. Очень важно сделать, чтобы между лампой и полкой был промежуток, потому что все равно лампы нагревают полку. Почему я говорю, что это самая теплая полка? Вот здесь тепло, и вот даже если здесь я руку приложу, здесь тоже чувствуется, что полка теплая. Поэтому расстояние должно быть обязательно. И это обыкновенные светодиоды. Давайте я вам еще расскажу про лампы мини-фермер. Я ими пользуюсь уже 4 года. Лампы дорогие. Если эти лампы можно купить от 500 рублей, в зависимости от размера лампы, от длины лампы, до 1000 рублей, то лампы мини-фермер это минимально знаю, что была по скидке длинные лампы 1,20 м. В прошлом, по-моему, году стоило 1800. Покупали девочки и рассказывали в группе, в нашей ростовской группе. Но в основном они стоят 3500–4 тысячи. Лампы идеальные, но дорогие. Вот сейчас мы с вами вот туда перейдем на нижнюю полку, где у меня стоят и горшки. Вот на этой нижней полке у меня лампа мини-фермер, называется белое освещение. То есть это лампа без красных светодиодов. Есть еще такие же лампы с красными светодиодами, называется золотое свечение. Растут под этими лампами орхидеи одинаково. Но эта лампа с Алюминиевым радиатором очень правильного размера.
Вы не представляете, какая она горячая. Даже при том, что есть алюминиевый радиатор. В этих лампах используются специальные драйвера. То есть вы покупаете не только лампу, но, по-моему, отдельно нужно приобрести этот драйвер. Но обычно производитель поставляет одинаково. Да, правильно. вот там он вдалеке висит. Но эти лампы, соседние полки, нагревают еще больше, чем бытовые. Вот это самая большая неприятность. А растут орхидеи под ними просто идеально. И цветут идеально. Но следующая полка обязательно будет нагреваться. Давайте покажу вам еще вот эти лампы с радиаторами. А у меня есть еще такие же лампы мини-фермер без радиаторов. Но они находятся в другом месте. И это место, балкон. Вот я вам говорила о том, что есть плоские такие же лампы мини-фермер без радиаторов. И если на них не сделать, вот как ты это сделал? Это алюминиевая фольга, Да. достаточно толстая, которая создает еще площадь, в 2-3 раза больше, чем сама площадь лампы. И это позволяет держать нормальный тепловой режим светодиодов. Тогда ваши светодиоды отработают свои 30 тысяч часов, а без этого радиатора они не отработают и 1000. Это большая ошибка, когда вы включаете ее без радиатора. И вот как раз-таки эта лампа называется «Золотое свечение». Я надеюсь, что видно на камере, что есть 3 красных светодиода. Причем они Philips. Да, причем светодиоды идеальные. Вот 4-й год с этими лампами нет никаких проблем. И мне очень нравится, вот перейди на ту сторону, тоже там наверху, там обыкновенного белого свечения. Здесь у меня просто есть большое расстояние, где растут такие самые высокие орхидеи. Там тоже сделан такой же радиатор, и прекрасно орхидеи себя чувствуют под этим светом. Есть вот еще внизу, вот самая нижняя, там тоже такая же лампа белая. На ней нет радиатора, но сама металлическая полка является радиатором. И у меня как-то спрашивали, для чего у вас лежит вот такой материал на полке? На следующий. Это как раз-таки для отведения этого тепла. Потому что полка нагревается очень сильно. Ну и цветение, конечно. И на этой полке есть. И еще одну лампу я вам сейчас покажу. Вот такая у меня есть китайская лампа. Я показывала ее распаковку. Эту лампу прислали в подарок. Я ее не покупала. Она очень дорогая, очень эффективная. Вот смотрите, она висит в середине полки, но освещает 2,5 метра полки. И мы в этой комнате никогда не включаем свет. Включаем в 9 часов вечера, когда эта лампа отключается. Эта лампа дает поток света больше, чем вот эти все рожки на лампе. На люстре. На люстре, да. Вместе взятые. Вместе взятые, в 2 раза больше. И это настоящий солнечный свет. Здесь, помимо красных светодиодов, используются ультрафиолетовые светодиоды. Это большое спасибо китайским друзьям, которые прислали такую лампу в подарок. Она тоже идеальна. Мы даже на ней сделали меньший поток света, потому что вот с этой лампой расстояние до цветов можно сделать 1,5 метра, и она будет идеально работать, и все цветы, которые находятся, растут просто шикарно и цветут. Вот как всегда говорят, а у меня стоят цветы на подоконнике, я ничего не применяю, они у меня растут и цветут. Вот так же под этой лампой можно ничего не делать, не удобрять. Ну, это, конечно, совсем уже будет плохо для орхидей, но
они сами здесь зацветают, потому что это почти солнечный свет, ну, или максимально приближено к солнечному свету. Конечно, у них большая линейка ламп, которые они выпускают, и в основном они используются в теплице. И могу сказать, что это самая маленькая лампа, которую они выпускают. Да, которую можно вообще применять дома. И то не каждый человек может приобрести эту лампу, и не каждый найдет место для ее размещения. Я очень долго мы соображали, куда мы можем ее поместить. И даже если бы была возможность, полки можно было бы сделать еще сантиметров на 20 ниже, но у нас этого не получилось. То есть приспособиться можно к любому освещению. И, кстати, орхидеи так и делают. Вот если их поставить и не трогать, ну как в естественных условиях, вот куда прикрепилась орхидея, там и растет. Вот здесь точно так же. Если я не буду каждый день переставлять орхидею то под одну лампу, то под другую, ей сложно приспосабливаться. А когда они стоят все время на одном и том же месте, они и растут, и цветут. И здесь в основном у меня не пересаженные орхидеи. В основном те, которые я недавно купила. Или давно уже купила, но не смогла еще пересадить. Все бывает. Вот прекрасно зацветают и растут орхидеи. Кстати, вот разница в цветовой температуре лампы из Леруа. Да. Это солнечный мягкий свет, а вот тот, вот там вдалеке, это холодный свет. Ну там тоже орхидеи растут и цветут. Там в основном стоят мини-орхидеи, они очень быстро отцветают. И почти уже отцвели. Кстати, я из тех лодочек еще и пересаживаю орхидеи. Вон одна последняя розовая Ой, лампа, вот эта розовая которая лампа. много-много лет, она никак не испортится. Видимо, Да, настоящая. она уже прогорает, там прогорают светодиоды. Это, по-моему, Юниэль лампы. Вот я их вообще не люблю. Вот совсем не люблю эту лампу Юниэль, но вот у нее уже прогорают даже стенки. И висит она, ну, потому что ее как-то надо использовать. Поэтому используют это. Но здесь достаточно света и от окна. И тоже орхидеи цветут. Но здесь только живут только парфюмерки. Да, здесь у меня парфюмерные фабрики. Посмотрев почти все мои полки, вы, наверное, понимаете, что под любым освещением орхидея умеет приспосабливаться. А выбор только за вами. Если бы у меня была возможность, я бы купила все лампы мини-фермер. Но... Это не реклама. Да, это не реклама, во-первых. А во-вторых, но расстояние между полками иногда не позволяет, вот, например, сюда повесить лампу мини-фермер. Иначе у меня в этом углу будет температура, как на Черном море. Всегда будет 35 градусов, потому что они очень горячие. Хотя и эти тоже тепленькие, но все-таки они тепленькие. И вы видите, что можно подобрать лампы. Но вот прищепки бы я не стала брать вообще. Мне они совершенно не нравятся. А любые бытовые светодиодные лампы подходят для освещения наших орхидей. Если что-то мы объяснили непонятно, задавайте вопросы. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Сёма ждал. Сёмочка ждал. Он ждал, все время сидел тут. Он присутствовал. Он присутствовал, да. Ричечка тоже присутствовала. Но он игрушку приносил. Пытался мешать. Как всегда. Ричуля. Ричуля, иди поцелуй. Иди, мой хороший, ко мне. Иди ко мне. Иди, мой золотой. Золотой мой мальчик. Да. Сядь. Ну вот какой ты послушный. Молодец.